Привет, мои дорогие! Здесь два вопроса. Что он от вас скрывает? И решится ли он на сближение в загаданное вами время? Расклад актуален тогда, когда вы его нашли, и это карты Ленорман, которые ответят на эти насущные вопросы и на другие вопросы касательно отношений. Расклад становится очень активным, когда вы задаете вопрос. И невзирая на то, что он общий, именно для вас он будет разговаривать, когда вы зададите свой вопрос картам. Не сомневайтесь. Так работает любое гадание, заказанное или общее. Это так называемое общее, а на самом деле касается всех, кто его подсмотрит. Потому что каждое мое слово вами поймется так, как вам нужно понять, чтобы улучшить свой успех и счастье. Это я точно знаю. А сейчас карты Ленорман ответят на простые вопросы. Что он скрывает? Что скрывает тот мужчина, которого вы загадали? Иногда так бывает, что некого загадать, никого нет. И иногда расклад должен исцелить прошлые жизни или прошлые отношения, чтобы начинались новые. Расклад всем принесет пользу, просто настройтесь и расслабьтесь, дайте своему мозгу отдохнуть на раскладе, и получить удовольствие. Итак, решится ли он на сближение? И что он скрывает? Решится ли мужчина на сближение? Я сейчас ищу карту сигнификатора. Это вы и он. Здесь пара, которая помоложе, будете вы и он. Решится ли он на сближение и что он скрывает? И мы начнем с того момента, когда выйдут ваши пары. Что скрывает мужчина? Вот это вы. Вы смотрите на карту успех, счастье, успех и удача. Вы видите карту Лилия. Карта Лилия покажет, что вы действительно устали от непоняток, если у кого-то были качели в отношениях, если у кого-то были враги отношениям, или же враги могут быть не только третьи лица. Враги могут быть тоже обстоятельства, и у каждого они свои, но обстоятельства, которые являются преградой между вами и вашей любовью. Если это так, то я вам скажу сразу, вы устали, вы хотите надежных, чистых, вы хотите длительных отношений, где есть доверие, где есть взаимоуважение, где есть долгая и счастливая жизнь. Вот это все означает карта Лилии, номер 30. А для тех, у кого, в принципе, отношения неплохие, все может, нет предела прекрасному, все можно улучшить. Вы хотели бы улучшить отношения. Может быть, чтобы близость была более яркая, это для кого-то проиграется. Может быть, чтобы денег было больше, Потому что лилии – это когда достаток есть. И лилии тоже сексуальная карта. Одно из этих двух обязательно у вас проиграется. Вы хотите улучшить отношения, потому что предела прекрасному нет, вы знаете сами. Но немножко улучшить отношения никому не повредит. У некоторых из вас проиграется, что вы хотели бы больше стабильности в отношениях на всю жизнь, чтобы не было сомнений. Кто-то хочет, чтобы финансово все было более-менее лучше, потому что лилия – это же достаток. А также лилия – это сексуальная близость, влечение, страсть, огонь, чтобы больше огня было между вами. У каждого что-то свое, но точно вы этого хотите, что-то одно из этих. Карта дерева. Вы знаете, вы рождены для счастья, потому что это карта как вашего рождения. Вы рождены для счастья, вы рождены для длительных счастливых отношений. Это, кстати, ваше здоровье крепкое, прекрасный иммунитет. Сейчас это очень актуально. А для отношений здоровье важно. Мы поддерживаем свое здоровье, чтобы с нами было приятно другим, и здоровье наших родных поддерживаем, помогаем им. То есть это очень хороший расклад, потому что вы смотрите в сторону длительных счастливых отношений, которые вам по судьбе. Карта дерева, карта судьбы. Это как, знаете, друг души дерева. Вот именно дерево и лилия – это как друг души. Именно к таким отношениям вы стремитесь. И если это не совсем так, расклад покажет, а почему, что мешает, Ищем мужчину. Узнаем сейчас, прямо здесь, что он скрывает. Но это он. А он-то точно это все скрывает. Почему? Потому что он отвернулся от чего-то. Вы к чему-то идете, а он от чего-то отвернулся. От чего же он отвернулся? Здесь видно и так,
Он отвернулся от карты букет. Карта букет номер 9 означает счастье, блаженство, удовольствие, роскошная жизнь, где много денег, хватает на все. И даже остаются деньги на что-то такое, знаете, капризное, как букет, что без чего можно было отказаться даже. Ведь цветы – это не хлеб. Но тем не менее, есть денег на все и хватает даже на цветы, на букет любимый вам. Может, он давно уже вам цветы не дарил. И он отвернулся от этой идеи: ах, да, романтика уже мне не нужна, я уже как бы не нахожусь в этом букетно-конфетном периоде. А если вы находитесь с этим мужчиной в букетно-конфетном периоде, он отвернулся от этого, от романтики. Он не умеет, он не знает эту элегантность, эту галантность. Это ему незнакомо, это ему как бы неведомо даже. Он этой ерунде не придает значения. От этой ерунды очень многое зависит. Что он скрывает? Мужчина многое скрывает, он отвернулся от вас. Может, он любит вас, но не говорит вам об этом, потому что не умеет это сказать, вот никак не произнесет эти слова. В жизни ему мать не говорила, что она его любит. Но и он не умеет. Понимаете? Поэтому здесь любовь есть, но он почему-то скрывает свои чувства. Нерешительный какой-то. Прячется. Он прячет букет за спиной. Как бы ему стыдно, что он вам букет дарит. Ему стыдно приходить с любимой с букетом, что он какой-то как кавалер, что ли. Ему стыдно. Не важно, на какой стадии у вас отношения, но ему как-то стыдно. Он как-то странно себя ведет. Сад. Карта сад номер 20. Видите, вот эта карта. И она показывает, что в обществе, и он не хочет быть замеченным. Он хочет как невидимка жить. Он что-то скрывается все время от кого-то. Он хочет жить как невидимка. Раз вы уже вышли оба, я остальные карты убираю. Вот это он и скрывает. Он скрывает, что он очень хочет красивой жизни. Букет и сад – это красивая жизнь. Ему внушили с детства, что красивая жизнь, мол, это стыдно жить красивой жизнью и так далее. Это вполне возможно. Ну вот ваша пара. Карта тучи, да, он скрывает очень многое. А может, от него что-то скрывают, а может быть, вот это тучи, когда от него что-то укрыли, скрыли какую-то информацию, его запутали, затуманили ему мозг, внушили ему какие-то мысли, внушили ему какие-то действия. Есть люди вокруг него, которые хотят напустить туману, тучи. Заметьте, эта карта не облака называется, а тучи. Если было бы облака, это совсем другое. Это радостная карта, счастливая. Но в картах Ленорман такая карта называется тучи. Напустить тучи, туману, да. В картах Ленорман именно тучи. Это очень важно, как называется карта. Не знаем название карт. Если не знаем название карт, можно просто смотреть. Главное, чтобы предсказатель знал название карт, да, это самое главное. Не только название, чтобы опыт имел с ними и разбирался. Итак, ваша пара. Мне не нравится, что вам не видно. Я бы хотела, чтобы вам было видно, конечно. Потому что расклад, он магический, он работает с вами магически. Сейчас узнаем все. Ну, в общем, то, что скрывает, в принципе, уже и так понятно, да, уже прояснилось то, что он скрывает. Теперь мы хотим узнать вот самый главный вопрос. Решится ли он на сближение? В этого человека можно погрузить своего двойника, девочки и мальчики. То есть двойник мужчины. Ну вот его запах лучше всего. Запах – это самое главное в человеке. Его ощущения, как он себя ведет в паре, вот его поведение. Не сомневайтесь, расклад точно покажет все. Вот видите, карта сама перевернулась, он медведь. Вы знаете, если выходит решительная карта, самая решительная карта в колоде, то есть карта медведь, он, безусловно, решится на следующий шаг. Безусловно. Решится ли он на сближение? Медведь идет на сближение, он как танк идет, видите? Медведь идет как танк. Как танк. Вот вы, он и медведь. И он идет куда? По направлению от себя к вам. Заметьте, не в сторону, не где-то, от себя к вам. Направление в картах Ленорман очень большую роль играет.
Он, безусловно, по этому раскладу решится на сближение. Я все время улучшаю, потому что я вообще такой человек, который любит все улучшать. Да? И очень помогаю многим отношения улучшать. И мне нужно, чтобы расклад все время был все виднее и виднее вам, чтобы было. Потому что он магический, мистический. Да, мужчина решится на сближение. Это гарантированно по карте Медведь. Давайте еще узнаем, что у него за спиной. Чего ему, может, самому не видно, да? Кольцо. У многих проиграется, что он готовит вам подарок. Это практически у всех. У очень многих проиграется, что он готовит вам предложить руку и сердце, стать на колени, как этот медведь, и сказать: я готов тебя защищать. А это значит, я буду твоим мужем. Да, что такое муж? Защитник. Вот так выражается. О, да, в первобытные времена там от мамонта защищать приходится. А сейчас не меньше, кто хочет напасть. Я хочу спросить, а что если некоторые девочки увидели в этом кольце, что он скрывает какую-то еще женщину или жену, или там треугольник? Ну, давайте спросим, мы все спрашиваем, все, что нужно, все узнаем. Смотрите, это карта собака. Если бы он скрывал жену, вышла бы карта змея, лиса. Да, лиса скорее как жена, а змея еще одна женщина, да. Ну, вышла карта собака. Так что он вот какой наизнанке, такой и снаружи. Я не вижу здесь, что он скрывает еще одну женщину, да. Я не вижу этого. Расклад, во всяком случае, этот не показал. Есть другие расклады, можно смотреть, но этот именно не показал. Что у вас за спиной? Вам тяжело сейчас. Вам сейчас очень тяжело. Карта гора. Вы переживаете, вы в нем не уверены. Или кто-то вам пытается что-то внушить. Включая вашу мать. Подруга хитро внушает. Мать напрямую говорит часто, да? Вы знаете, кто вам что-то хочет внушить. Или перед вами есть какая-то преграда. Вы чувствуете, что что-то стоит между вами и ним. А я вижу, что, в общем-то, он как танк идет по направлению к вам. Он идет на сближение. Эта гора у вас за спиной, а вам кажется, что эта гора впереди, этого медведя не подпустит. Гора — это могут быть обстоятельства. Например, вы живете в разных странах, в разных городах. Вы разные в социальном круге. Или вы наверху, он внизу, или наоборот. Вы разные в финансовом плане. Или вы, или он там наверху, внизу. Понимаете? Это может быть бытовая проблема. Например, он живет с бывшей, там дети у него, или вы, или маленькая площадь с родителями. В общем, такая ерунда всякая, бытовая. Бытовые — это самые сильные преграды. Или же, может быть, финансовые преграды, что финансы не позволяют вам съехаться, жить вместе, потому что не хватает элементарно денег на покупку или снятие приличного жилья. Ну вот сказала я, так оно и есть. Магия. Магия — предсказательная карта, дом номер 4. И если я смотрю, карта 21 – это 3, 2 плюс 1 – это 3, карта дом 4, значит, преграда должна сойти. Понимаете? Преграда должна, по идее, закончиться. Вот это я так вижу, что преграда, по идее, закончится. А раз преграда закончится, у вас с ним есть вероятность жить вместе, если вы еще пока вместе не живете по этой карте. Если вы пока еще вместе не живете, вероятность жить вместе у вас огромная. Просто огромное. Это дом, это защита, это ваша судьба вместе, это то, что уходят все эти горы, да, уходят все эти преграды, уходят все эти недоброжелатели, ведьмы, подселенцы, сущности, колдуны, которые могли вам что-то внушить. Я здесь не вижу помех, я вижу, что вам именно навязали страх, внушили. Гора с вашей стороны, с ее стороны все чисто. У вас будет общий дом, у вас будет прикрытие, защита. Очень хорошая карта. So far, so good. Я вижу, что он решится на сближение в ближайшем будущем. Еще посмотрим. Якорь. Ой, да, хорошая карта, я довольна. 35-й номер – это 7. 7 – это магический номер перехода. Переход на стабильные отношения. Вот на что он решится. Он очень хочет стабильности. Он вас выбрал, он хочет стабильности. Ему надоели самому непонятки. Понимаете? Он вас выбрал, и он очень хочет с вами стабильности, девочки мои дорогие. Если вы мальчик, очень легко, все просто, я говорю от лица женщины. Все. Вы все равно волнуетесь, карта Луна выходит с вашей стороны.
Луна – это материнская забота, это ваш род, который о вас заботится, это перемены. У вас будут перемены в сторону стабильности. Вот что будет у вас. Стабильный дом с мужчиной, приятные эмоции. Ну, потому что если Луна между двух таких хороших карт, как дом и якорь, ну, это понятно, что приятное состояние эмоций. Вот что у вас будет дальше с мужчиной. Что выйдет с его стороны, что мы хотим еще о нем узнать, что скажут карты. Смотрите, змея вышла. Таки вышла змеючка, да? Не приглашали, не просили, не настаивали, но она вышла. Зараза такая, да? Что она хочет вам сказать? Почему вдруг вышла змея? Кажется, окей, все хорошо, он вам готовит подарок. У некоторых, я даже вижу, у многих проиграется, что он хочет на вас жениться. Все хорошо идет. И вдруг выползает змея в самый неблагоприятный момент, когда вы ее не ожидаете вообще. Когда вы живете своей жизнью, никого не трогаете, вдруг попадается вот такая зараза. Это карта врагов. Кстати, как одушевленных, типа, но у них души нет, у злых людей, потому что, еще раз повторяю, злой человек специально не будет. Это человек, который просто, не знает лучшего, то есть он запутался. Вот такой враг. Или это вражеские обстоятельства, которые вот этой горой и являются. А вражеские обстоятельства, я все уже перечислила их вам, да? Да, есть какая-то женщина, скорее всего. Есть у некоторых проиграется. Нужно пролить свет на это все. У некоторых проиграется. Я же не могу сказать, что у всех. Правильно расклад-то общий. У некоторых проиграется, что есть какая-то змеючка. Понимаете? Свету больше добавила, чтобы истребить этих змей. Какая-то карта на столе осталась. Вот тучи, да? Тучи. Если мы будем рассматривать тучи, я говорила вам про эту карту, это не карта облака, это карта тучи. С одной стороны темные, с другой стороны светлые. У Ленорман так, направление карт важно. Змея идет на тучи. Но это говорит, что будет змее обратка. Вот и все. Какие-то обстоятельства. Кто-то что-то скрывает. Тучи. Скрывает свое лицо. Змеючка. Скрывает свое лицо под личиной. Находится под личиной. Понимаете? Вот такие дела. Но это у некоторых, конечно, проиграется змея, да. Как может быть мать, которая ему якобы лучше хочет. Хочет, чтобы он один был, что ли? Или же его бывшая встревает, или же какой-то... Это даже может быть вплоть до подселенца сущности из других жизней, потому что змея и гроб – это подселенцы из других жизней. Это может быть родовые какие-то кармические дела. Кстати, не обязательно это человек, это может быть подселенец из других жизней. Он иногда ведет себя странно, или он выпивает. Но алкоголь – это всегда подселенец. Это всегда лярва, дорогие мои, всегда. Или он выпивает, или у него какой-то пунктик есть, например, что он там зарабатывает. Любой пунктик – это тоже подселенец. Но это я такими народными словами говорю, я обожаю вот такие слова, но вы знаете, о чем идет речь. Это все имеет тоже термины и, как сказать, современные термины. Там у психологов, я не психолог, я гомеопат-астролог, так что я больше древними науками, древними вещами занимаюсь, потому что древние вещи, они себя оправдали хотя бы 10 тысяч лет истории, да, и этим я занимаюсь. Психология там меньше, чем 100 лет. А астрология 10 тысяч и более. И все доказано путем записи. Вот эти все звездочеты, такие толстые книги. Записи, да. И в книгах этих звездочетов тоже можно прочесть, особенно у алхимиков. Я присоединяюсь к европейской школе алхимиков, и у них четко говорится про подселенцев из прошлых жизней. Четко. И это об этом идет речь. Всякий человек у нас унаследует. И человек – это такой коктейль характера от многих-многих предшественников. Там миллион предшественников может быть в роду. И вот из этого миллиона такой коктейль вашего характера, его характера. У него характер нелегкий. Иногда он хмурый бывает, непонятно почему, он прыгает туда-сюда настроение. Иногда он просто вот такой, очень хмурый, просто в депрессии. Депрессия – вещь опасная, ею нельзя долго сидеть, нужно что-то делать с этим. И эта змея, вполне возможно, вот это, что его задушить хочет депрессия, да, это может даже и не женщина, у многих это не женщина даже, дорогие мои.
Потому что у него-то, смотрите, у него прекрасный настрой, там собака, все в порядке, но змея идет на гроб. Поэтому это могут быть предшественники из прошлых жизней, которые его гнетут, угнетают и хотят проявиться через него. Вот это или плохой характер, или, еще раз повторю, привязанность к чему-то. С вашей стороны карты-то хорошие, стабильность. Посмотрим, что вам будет за совет, как быть с этой змеей. Что-то змея означает, но это родственница. Видите, это не бывшая у многих. У некоторых проиграется, что бывшая. Или же другая женщина еще его в жизни, да, треугольник так называемый. Но у многих проиграется, что это его родственница, мать, сестра, дочь, кстати, взрослый или подросток, родственница какая-то. Вот вам не нужно заботиться, потому что родственники – это такая вещь. От них, первое, никуда не денешься, на то они и родственники. А второе, на них просто внимания не нужно обращать, чтобы они вами не управляли. У многих проиграется, что змея именно по дереву проходит как родственница. Хорошо, но вот эти помехи, какая-то змея, да неважно даже, другая женщина, родственница, не в этом дело. А решится ли он на этот шаг, невзирая на лица? Другая женщина все-таки выходит, да? Ему кто-то мешает решиться на этот шаг. То есть на шаг, чтобы ваши отношения улучшить, помириться, или же чтобы у вас уже вы были вместе. Какая-то женщина смотрит на лилию. Он с ней давно, значит, это, скорее всего, его мать получается, да? Может, она живая, дай ей Бог здоровья, даже если она плохой человек, все равно пусть будет здорова. Или это может быть мать, которая уже ушла в мир иной. У некоторых проиграется гроб и змея. И она с того света, девочки, мальчики, родители, они сильнее на нас влияют, чем те, которые живые, что вы знали, да? Это тоже вам такой закон есть в природе. Какая-то женщина встревает, а у кого-то и треугольник, не без этого, конечно. Что у этой женщины получится? Да ничего не получится, коса. Что она может сделать, если между вами любовь? Да вообще против любимых, влюбленных не пойдешь. Если, кстати, родственники встревают, это еще больше укрепляет отношения, потому что как бы влюбленные тогда так думают, особенно если они молодые люди, что если весь мир против нас, мы заодно, весь мир против нас. Это укрепляет обычно союз. Но я вижу, что вот эта долгая связь с какой-то женщиной, у него была долгая связь, либо это его бывшая, либо это другая еще женщина в его жизни, так называемый треугольник, либо это его мать, с которой он давно. Коса идет на лилии. Их общение прекращается. Потому что коса все убирает, она косит ее планы. Все ее планы, надежды, все ее вот эти грязные делишки, они убираются. Вы ключевая женщина у него теперь, вы. Вот так. Вот так ей, по делам ей будет, да? Вы у него ключевая, он вообще ни на кого не реагирует. Посмотрите, с вашей стороны. Так что решится он на этот шаг, конечно, решится. Безусловно. Сомнений быть не может. Посмотрим еще, ему дадим совет. Он же квантовый в любом случае смотрит, конечно, смотрит. Он ощущает, что о нем идет речь. Он меняется в результате просмотра. Сад. Он будет стремиться к гармонии. И если я сложу карту ключ и карту сад, я вижу, что мужчина будет стремиться к гармонии между вами. Он будет стремиться наладить с вами отношения. Это такой пикник, здесь урожай, это значит, он уже созрел. А ведь интересно, что на карте изображена пшеница, такая урожайная, да? А название расклада решится ли он на сближение. Ну, а если перефразировать, сказать то же самое, но другими словами, созрел ли он для сближения? Конечно, созрел, потому что здесь пшеница уже созрела. И вот огонь между вами, видите, огонь здесь, пикник, костер какой-то, древнее барбекю, да? Он, конечно же, созрел, и будет ключевая встреча. После этого расклада он объявится, даст о себе знать, позвонит, назначит встречу, поставит точки над «и», скажет: так, нам нужно что-то решать, вот это все надоело, вот такое. Ключ. Будет с ним ключевая встреча, он созрел для ключевого решения.
Вообще расклад же он тоже очищает от негатива, убирает всех вот этих змей, да. Так что не сомневайтесь, девочки, расклад многим помог и вам поможет. Конечно, конечно, без сомнения. Вот так, смотрите, какие мощные карты. Все плохое пусть уходит и никогда не возвращается. А все хорошее пусть приходит, остается и приумножается. Все плохое пусть уходит и никогда не возвращается. А все хорошее пусть приходит, остается и приумножается. Все плохое пусть уходит и никогда не возвращается. А все хорошее пусть остается и приумножается. Все плохое пусть уходит и никогда не возвращается. А все хорошее пусть остается и приумножается. Вот такие дела, девочки и мальчики мои дорогие. Вот такой расклад. Вы знаете, что традиционно я делаю обереги. И это моя традиция. Там, если кто-то за мной повторяет, ну что я могу сделать? Не обращайте внимания. Маг сильный тот, кто сделал, кто авторски делает вещи, да? Это только сила только в авторстве, конечно. Так что это для вас оберег. Вы будете с ним счастливы. У вас ключ и дом. Ключ от вашего дома. Это можно себе сделать скриншот на телефон. Эту карту, наверное, нет, пусть будет. Все пригодится. Вот эту мы, наверное, заберем. Хоть она и хорошая карта, но мне нужна симметрия важна. Вселенная любит симметрию. Вот, девочки и мальчики. Ключ от вашего дома, его страстное желание. Вы с ним родные души, у вас стабильность. Вы с ним обручены или женаты. И у вас очень дружеское отношение с друг другом. Благородное, дружеское. Вы знаете, когда есть карта собака, эти отношения никогда не закончатся, всегда будут. Девочки, сделаю вот такую вам. Вот так покажу, да? Желаю вам счастья, чтобы вы были здоровы, чтобы в вашем доме был порядок, успех, любовь, благосостояние. Подписывайтесь, девочки, на канал, потому что подписка – это очень важно. Девочки и мальчики, подписка – это ваша дружба, свидетельство вашей дружбы. Оно ничего абсолютно не стоит. Я свою дружбу уже засвидетельствовала, потому что я делаю вам расклады, я с вами дружу, да? И тоже ставьте, пожалуйста, лайк или дизлайк. Ну, это так называемый лайк, это пальчик вверх или пальчик вниз, да? Почему? Потому что это возможность для вас эмоционально проживать свои эмоции. Эмоции нужно проживать. Эмоции – это не мысли. Мысли, знаете, они придут и уйдут, и в этом их прелесть. Ну, хотя любая мысль может застревать тоже. И да, с мыслями там нужно работать тоже. Но эмоции, когда они застревают, человек застревает в какой-то грусти или еще в чем-то. Эмоции должны тоже, эмоции и motion, от слова motion, то есть движение, да, а и это наружу. Эмоции – это наружу движение. Вот поэтому, когда видео нравится, ставьте лайк. Это движение, эмоцию выражаете. И это очень полезно. Когда что-то не нравится вам, у вас раздражение там на что? Не знаю, на мои руки морщинистые, на что еще? На мой голос. Ну, я не знаю, на что раздражение. На мои слова. Можно ставить дизлайк. Это тоже вы выражаете эмоцию, таким образом тоже себе помогаете. Потому что лайки, вот вообще некоторые блогеры неправильно говорят, это не только, я бы сказала, но и вообще это канал лайки не могут развить, нет. Это в основном для зрителей сделал YouTube, чтобы вам можно было выразить эмоцию. Это терапевтически очень хорошо для вас, как гомеопат вам говорю. Так что ставьте лайк или дизлайк. Это ничего не стоит, но приятно сделать. Вы тогда такой экзаменатор моей работы, арбитраж. И это правильно. Я знаю тогда, я хорошо работу делаю или другую, может мне, не знаю, что-то поменять. Вот, еще хочу сказать, что у меня есть курсы Ленорман, очень много. Курсы нужно покупать только у автора. Мои курсы у меня на сайте. Переход на сайт есть под каждым видео или о канале. Я никогда не имела посредников. Кто пишет Ленин в WhatsApp, это мошенники. Не ведитесь. У меня никогда не было посредников. Уроки продаю свои только я, автор. И это очень здорово.
Я ничего не продаю. Продает тот, кто перепродает. А если автор продает свои уроки, это мое творчество и так далее. То есть это правильно, да? Вот такая вещь. Я вас люблю, обожаю. Вы для меня родные люди. И я прошу высших сил и хочу от сердца, чтобы у вас было все просто замечательно. И знаю, что мы еще скоро и очень обязательно увидимся. До новых встреч. Пока-пока.